Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же вам не везет в любви? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Смотрите, мне показывают, что вы либо же сейчас кто-то, либо раньше, да, вот находились как будто вот в уединении, да, вот хотелось какого-то уединения, отстранились. Сейчас посмотрим, почему. Одиночество. Но обычно такое показывают, когда вот расходишься с человеком. Разрыв, развод, да? То есть вы были, либо сейчас кто-то находится вот в состоянии вот отшельника. Дом, работа, кто-то, возможно, даже взял, может быть, отпуск небольшой, да, отгулы, у кого как. То есть было настолько плохо, что не хотелось абсолютно ничего, никого, даже видеть, может быть, никого не хотелось. Вы человек очень выносливый. Вы выносливый до такой степени, что порой, наверное, окружающие диву даются, что ну вот как ты это все терпишь, как ты все это выносишь. Это касается и физической силы, и ну, моральной такой, да, сила духа. Потому что были разные перипетии в вашей жизни, непростые такие ситуации. Трудностей было очень много. Причем, кстати, ребят, кто-то из вас либо же обладает гипнозом, либо вы были под его воздействием. Напишите в комментариях, были у вас ситуации в жизни, когда, может быть, вас лечили гипнозом, кого-то там, я не знаю, кодировали, может быть, от вредных привычек. Ну, то есть, однозначно, либо вы обладаете, либо вот как-то вы были связаны с гипнозом. У кого-то из вас были такие ситуации в жизни, когда... Как бы это в эфире покорректнее сказать? Когда настолько сильно опускались руки, что ну, то ли хотелось к праотцам уйти, то ли вообще, ну, знаете, вот лежали в таком состоянии, что просто лежишь и смотришь в одну точку. Но такой депресняк до такой степени глубокий. Напишите, ребят, если у кого-то резонирует. Потому что однозначно у кого-то из вас это было. Понятно, что это общий расклад, у всех это быть не может все одинаково, конечно же. Вы человек очень стабильный. Вы любите стабильность во всем. Это касается абсолютно всех сфер, и работы, и женщин. Да, вот если одна женщина, то вы любите одну женщину, и у всех остальных шансов нет. Если у вас одна работа, вы не будете прыгать с работы на работу, да, вот как бывает, некоторые люди меняют чуть ли не каждый год, все им не так, все их не устраивает. Нет, вы и очень терпеливый, в принципе, и очень постоянный. Вы однолюб по своей сути. Далее, человек безотказный. Вы настолько безотказный, что к вам всегда можно обратиться за любой помощью, и вы, ну вот всегда, чем могу, помогу, да? Хоть словом, хоть делом, хоть финансами, чем угодно, но вы стараетесь всегда помогать людям. Это уже у нас тоже не первый раз было, даже вот в раскладах, но я понимаю, что меня многие постоянные зрители смотрят. Поэтому какие-то моменты часто повторяются, вот и в сигнификации даже. Опять-таки показывает, что вы, возможно, вот относитесь к такому типу, как сова, да, вы такой полуночник. Вы полночник, не жаворонок. У вас, может быть, даже как второе дыхание открывается ночью. Вы можете либо же там, ну, что-то смотреть, читать, либо же какой-то работой заниматься вот именно ночью. А потом, конечно же, можете спать до обеда, но либо же, если это на работу вставать, то вам очень тяжело вставать, потому что, ну, естественно, вы будете не выспавшийся, потому что полночи можете чем-то заниматься. Знаете, вы человек, который вот как-то старается везде находить плюсы. Вот что бы ни было в вашей жизни, вы, может быть, это даже такое ваше маленькое успокоение. Вы всегда стараетесь искать позитив во всем.
абсолютно в любой ситуации. Вы вообще такой человек, который будет, ну, знаете, двигаться до конца и двигаться и к своей цели. Вы будете успокаивать и себя, и других до последнего, потому что, ну, есть у вас такой, знаете, вот позитивный настрой по жизни. Хотя, конечно же, депрессняки вас тоже не обходили стороной, но вы все равно вытаскиваете, вы настолько, ну, работаете, что ли, над самим собой. Вы человек, который склонен и к самоанализу, вы и самокритикой порой занимаетесь. Это вам тоже не чуждо. Знаете, ребят, это очень классная черта характера, когда вы занимаетесь и самокритикой. Это очень здорово, когда ты можешь вот, ну так, наедине с самим собой просто сесть и подумать, либо же даже сказать самому себе, ну, елки-палки, я же был неправ в этой ситуации, да, можно было и так сделать. Это очень здорово, потому что когда человек критику не воспринимает, ну, как правило, с ними очень тяжело общаться, да, вот они начинают, ну, в такую в самооборону, в штыки, в агрессию сразу переходят, а когда человек может признать ошибки, и еще если и может извиниться, это вообще дорогого стоит. А вы из тех людей, которые, ну, реально могут признать свою ошибку и прийти и сказать, вот да, прости, я был неправ. Поэтому вы молодцы. Ну, давайте будем смотреть, почему же вам не везет в любви, да? Семейный вы, ой, семейный, ребятушки, какой же вы семейный. Смотрите, я буду сейчас пояснять, вот в чем может быть ваши ошибки, да, вот из-за чего у вас проблемы в личной жизни. А вы уже под себя переворачиваете, это и мужчины, и женщины, кто меня смотрят, все можете переворачивать. Смотрите, кто-то из вас, да, вот есть такие из вас, которые в первую очередь, когда знакомятся с женщинами, вы смотрите, конечно же, на оболочку. Для вас важна красота, фигура, вы ведетесь, вы клюете на внешность. Это все равно, что клевать на конфетку, на красивый фантик. А что там внутри, эта конфетка может оказаться очень невкусная, правда ведь? Вот напишите в комментариях, вы понимаете реально, да, вот что есть такой косяк, что вы клевали всегда на красивых женщин, да, а эти женщины оказывались либо же эгоистками, стервами там и так далее. Ну, то есть не очень приятными женщинами они оказывались. Ну, естественно, с вытекающими последствиями. Потому что, как правило, красивые женщины, они знают себе цену, они эгоистичные, они избалованы вниманием, да, и отсюда, естественно, и кто-то может соблазниться направо-налево, и кто-то может злоупотреблять какими-то вредными привычками, потому что, ну, как бы, я же красивая, да, меня все любят, мне все позволено, вот в таком плане. Поэтому, смотрите, да, внешность, конечно же, важна, но не до такой степени, как для кого-то из вас. Вот это был такой маленький первый косяк, что вы влюблялись во внешность. И вы уже не замечали недостатки, какие есть у женщины. Вот напишите, у кого был такой косяк, ребят. Далее. Вы человек, который, ну, не обделен фантазией. Вы настолько порой витаете в облаках, вы настолько вот порой наделяете женщин теми качествами, которых у них нет. И не может быть априори. Смотрите, в каком смысле. Вот вы влюбляетесь, да? Я беру сейчас вообще не конкретную женщину, а просто вот как вы по жизни себя ведете. Вот вы влюбляетесь, и вы не замечаете вообще ничего, кроме вот своей любви, кроме розовых очков. Вам могут даже друзья, приятели, родственники говорить, да посмотри, да с кем ты связался, она и такая, она и сякая, да? А вы влюбленные, все, вы никого не видите, не слышите, у вас могли даже из-за этого конфликты быть, потому что вы никого не хотели слушать. Вот вы, когда влюбляетесь, вы настолько растворяетесь в женщине. Это, с одной стороны, и хорошо, и не очень. Это тоже, но я бы отнесла к маленьким таким вашим косякам. Потому что когда мужчина, ну это даже не мужчины, а это и мужчин, и женщин, в принципе, касается. Вообще любого человека. Я, опять же, когда-то это рассказывала, но, может быть, кто-то не слышал моих видео это. Нельзя растворяться
человеке, вот целиком и полностью, как это многие делают. Конечно же, когда ты любишь, тебе хочется быть 24/7 с человеком, тебе хочется последнюю рубашку снять, отдать. Это все, конечно, хорошо и замечательно. Но, ребят, вы этим своего партнера либо партнершу вы просто балуете. И вот эти ваши красивые жесты, красивые подарки и знаки внимания, они уже воспринимаются, ну, как должное. Но это как, знаете, каждый день кушать борщ, 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 и в итоге через месяц-два тебе борщ затошнит, и тебе захочется супчика, да? Одно дело, когда вы тот же подарок, да, вот делаете какой-то сюрприз, либо же тот букет цветов, ну там еще что-то, да, у каждого это по-своему будет. Когда ты этого ждешь, да, когда тебе вот, ну реально хочется какого-то сюрприза. И совершенно другое дело, когда ты знаешь, что тебе сейчас муж принесет, как, знаете, как женщины говорят, он мне эти веники дарит каждый день, они мне уже тошнят. Понимаете как? Вы это делаете от души, а вам хочется ее завалить цветами, а женщина, ну да, поначалу это классно и прикольно, да, вот цветов много, а потом они воспринимают это, ну, как веники, как должное. Потом они постепенно садятся на шею, эти женщины. Понимаете, ребят? Поэтому смотрите, это такой тоже, ну, я не знаю, косяк, не косяк. Это, с одной стороны, это классно, да, что вы готовы вот всю душу вложить. Просто немножко дозируйте, вот дозируйте и учитесь разделять и свое личное пространство, свои хотелки. Потому что если вы вот на себя забьете, в прямом смысле слова, будете вот все отдавать, 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 это будет игра в одни ворота и ни к чему хорошему не приведет. Женщина просто станет эгоистичной. А потом она скажет, а почему это ты с друзьями хочешь пойти? А никакой рыбалки, ты должен со мной сидеть вот здесь как верный пес, да? Понимаете? Это опять же ваша такая маленькая ошибка, но из-за которой могут начаться глобальные проблемы. Когда вы женщину балуете, она начинает посматривать вот направо, налево, ей становится скучно с мужчиной, который, ну реально, как верный пес, лежит и готов любой каприз исполнить. Это парадокс, это, да, это в голове не укладывается. Но очень много таких ситуаций, очень много историй, когда женщина говорит, что да мне с ним скучно, он настолько предсказуемый, я знаю, что я сейчас приду домой, он мне тапочки в зубах принесет, он мне цветочки подарит. В том же интиме я знаю, что он и как сейчас будет делать, куда он поцелует, куда он руку положит, и мне с ним скучно, понимаете, ребят? Вот в чем парадокс. Поэтому им скучно, и они ищут приключений. Конечно же, не все, но кто-то просто охладевает к мужчине, мужчина начинает раздражать вот этим чрезмерным вниманием. Просто через время начинает раздражать, появляются какие-то претензии, появляется неизвестная агрессия и так далее. А вы человек, ну, который до такой степени готов задарить, залюбить, что у меня просто слов нет. Вот не везет, знаете, опять же, вот если в целом не везет, потому что вы очень сильно растворяетесь в женщинах. Плюс кто-то из вас клюют на внешность, а больше ничего не замечает. Да, это может кому-то показаться странным, но тем не менее. Теперь еще смотрите. Опять же, поскольку это общий расклад, у кого-то может проиграться, что вот в дальнейшем вы будете обращать внимание только на бездетных женщин. Ну, это, конечно же, личное дело каждого. Я знаю, что не каждый мужчина пойдет на чужого ребенка. Но я бы тоже отнесла это к такой маленькой ошибке. Маленькая, большая, не знаю, как ее даже назвать. Потому что, если тем более, если маленький ребенок, это вообще не помеха. Очень часто они вырастают и чужого мужчину папой называют, и это здорово. Но знаете, вы порой, вот есть среди вас такие, кто пропускали в своей жизни очень неплохих женщин. Вы могли бы построить с ними отношения, семью, но вот именно вас остановил ее ребенок. Особенно вы боитесь, если это ребенок уже, ну там, подросткового возраста, может быть, даже старше. Вот не бойтесь, ребят. Вот я все-таки, я призываю вот не бояться чужих детей.
Когда ты любишь женщину, ты полюбишь и ребенка. Конечно же, ты не будешь его любить как своего родного, но это же как дважды два. Но, по крайней мере, подружиться, да, хотя бы просто дружеские отношения иметь с ее ребенком, но это несложно. Поверьте мне, с малышом так это вообще просто раз плюнуть, честное слово. Поэтому, ребят, вот как резюме я бы хотела сказать, что да, внешность это хорошо, фигура это хорошо, но на одной внешности далеко не поедешь, вы это прекрасно знаете. Поэтому обращайте внимание на то, какой это человек перед вами, да. Обращайте внимание, сколько времени вы уделяете себе любимому. Потому что снова, чтобы не было вот этих косяков, когда влюбитесь и забудете про себя, про свои желания, хотелки и так далее. И тогда, конечно же, и женщина будет с нетерпением ждать вас, может быть, там от друзей. Я не говорю, что это какие-то ночные загулы. Нет. Пусть вы там пару часов посидите, какой-то мальчишник, будет рыбалка, охота, каждому свое. Просто какая-то отдушина должна быть у любого человека. Просто какое-то свое личное пространство. Тогда вас будет больше ценить и любить женщина. Она будет ждать вас, она будет даже переживать в какие-то моменты, где вы, что вы, как вы, ничего ли не случилось. А это тоже укрепляет отношения. Ну и, конечно же, дозируйте свои подарки, цветы и внимание. Потому что, ну, к хорошему привыкаешь, ребят. Ну, привыкаешь и к плохому, и к хорошему. Поэтому, как бы вам не хотелось каждый день задаривать ее, ну, немножко попридержите свои эмоции, страсти и хотя бы через день дарите эти цветы, чтобы, ну, не закармливать и сильно не баловать. И будет вам счастье. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!